Так, все, туалеты большие и маленькие. И очень большие. А, понятно. Собственно, можно и так. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и вышло новых 2 эпизода Skibidi Toilet, 43 и 44. Сейчас посмотрим 43, потом 44, а потом разборы на них. Ну, в общем, все как обычно. Поехали. Вот, выстроились камерамены, сидят на толчках, и идет гигантский ТВ-мен. Ой, слушайте. По-моему, они нашли какое-то крутое оружие, да? 43-й эпизод, и уже они в очках, понимаете? Только оказалось в 42-м эпизоде, что все, скибидисты повержены, все, им конец. Нет, вот уже, понимаете, уже вон вырядились, а? Все, пацаны, что поделать? Не мы такие, жизнь такая, мы пошли, да? Извините, ребята. Давайте-ка тут как-нибудь сами вантузами обороняемся, да, всеми делами. Вот, все, вперед, поехали. Вау. Понятно. Эпизод, который вышел прямо сегодня, значит, ночью, 44-й эпизод, минуту целую длится. Так, все, туалеты большие и маленькие, и очень большие. Но, то есть, ТВ-мены все-таки не сдаются. Они не сдаются определенно. И камерамены не сдаются. Боже. А, понятно, ну да. Собственно, можно и так. Старым добрым способом разбить очечки, и все хорошо. С кулачка по морде и нормально. Боже мой, слушайте, эпичность зашкаливает просто всего что-то. Ну да, и таких вот пареньков военных мы, в принципе, вполне себе ожидаем. Так, колоночная броня, это естественно, это нормально. Воу. Че, аж очки пробило? Такое освещение, что аж пробило им очки? Ну, слушайте, нормально. Короче, с ТВ-менами не так-то просто совладать будет. Воу. Это же наш старый знакомый. Чё, улыбнешься, да? Ну давай, улыбнись. А чё это ты? А чё это ты так, слышишь? А чё-то он мне не улыбнулся, я не понял. Ну-ка, так, ладно. Самое время, ребята, для разборов. Вы, кстати, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Если вам нравится Skibidi Toilet и моя реакция на них. Погнали, как обычно, канал Фордал, 43-й эпизод. Серия начинается с того, что камерамены сидят на унитазах. Да, и рядом торчат вантузы и, смотри, гравипушки эти крутые тоже. Черного зрелища. Готовы ко Кстати, всему. тут можно заметить нашего персонажа с вантузом из 39-й серии и ученого из 35-й серии. Ну, ученого-то я узнал, а я не думал, что там отдельный персонаж со своим вантусом прикрепленным. Я думал, они все там с вантусом иногда бегают. Ну ладно, окей. Пушкой. Странно, что он тут находится, ведь, как мы помним, он погиб. Возможно, его смогли починить. Или, да. возможно, это его брат, кореш его там тоже учил. Они все там одинаково, по-моему, выглядят, нет? Мы видим 3 ТВ-менов, толпу скибидистов с очками. Да. На этот раз гипноз не срабатывает. Это подтверждает мою теорию из прошлого ролика, что скибидисты на основе линзы придумали очки, чтобы защищаться от гипноза. Мне так нравится, как ТВ-мен так скромненько улыбается, такой, ну, сорян, пацаны. Второй раз смотреть забавно прям. Вот сама теория. Возможно, сейчас изобретает скибидист ученый, а именно очки против Ну, ТВ-менов. предугадал, так предугадал. Тут, ну, не поспоришь. Доказательства Если налицо. у камераменов Браво, есть линзы, то почему Молодец. бы их не украсть и создать свои? Как по мне, это легче легкого, особенно для такого умного персонажа. Да, После тем этого- более, учитывая, что он их, скорее всего, просто в магазине купил, напялил на них очки, вот, носите. Ученый такой стоит, что сами не могли додуматься очки надеть, придурки. ТВ-мен Солнцезащитный, пожимает всё, плечами и кое-что да. говорит. Ага. Благодаря подписчикам Как я понял, ТВ-мены говорят задом напередом, то есть... Задом напередом, да. То есть у них язык из такой. моего телеграм-канала я узнал, как именно переводить речь ТВ-менов. Надо просто отразить их слова задом наперед. Ясно. Данный ТВ-мен говорит happens. А, понятно. Я понял. Случается. Кстати, подписывайтесь. Случилось, определенно случилось, да. Мне теперь это надо будет на монтаже все не забыть. Замазать все эти хэппенсы, да. С помощью телепортации с черным дымом. Мгм. Тут уже моя вторая Да, так вот и теория исчезли. оказалась правдой. Вот она. Потом не совсем понятно, откуда появился этот черный дым. Может быть, это новая способность. это когда ТВ-менов, огромный ТВ-мен Потому там что перед появился. его Я появлением помню. мы слышим какой-то странный звук Ну и да, ветер. еще одна Возможно, теория оправдалась. Это способ перемещения Точно, ТВ-мена Титана. А именно, телепортация. В конце все заканчивается этим. Вот этим, да, воинственной позой с вантузом в руках. Опа.
Какая морда. Вот, как я и предсказывал, скибидисты изобрели защиту от TV-менов. Но самое странное, это само поведение TV-менов, которое очень сильно намекает на правдивость моей глобальной теории. Короче, сильно намекает на то, что они бесполезные куски говна в этой главе, просто совершенно. Что они смогли это, и раствориться в дыму. TV-мены не союзники агентам, а преследуют лишь свои цели. Например, зачем им надо было так быстро уходить, когда не получился гипноз? Ну, а чего они им будут этих смешариков крутить, что ли? Они же не умеют драться, наверное, я думаю, они умеют только гипнотизировать, поэтому и спетляли. Явно не желают сражаться бок о бок с агентами, и при малейшей опасности сразу же телепортируются. Ну и вот 7 часов назад, ночью, кстати, ночью чувак выпустил, не поленился, его не победить, сюжет Skibidi Toilet. Последний эпизод, погнали. Начинается где-то в пригороде. То есть гномик! Вот, это я, кстати, не заметил. Вот, гномика заметил, отлично. От основных боев нам показывают, как Титан TV-мен разбирается со скибидистами одной правой рукой. Но тут к нему приближается новый, модифицированный скибидист с щупальцами и в очках против гипноза. Красавчик вообще. Видимо, он... Это чисто Виктор Пелевин залетел вообще на огонек, да. Всем не боится TV-мен. В поисках вдохновения. Думая, что очки его спасут в любом случае, но это не так. Это не Титан так. Титан разбивает их. Потому что, да, потому что очки можно снять и разбить. Внезапное откровение. Даром. И уничтожает его красным светом. И так, но это еще не конец. Прямо в этот комеди-клубом, Домом 2 тебе прямо вхлебало. Вот, сливайся давай, да. Вдруг в него стреляют, телевизор показал, и он говорит задом наперед. Опа. Прилетает. Incoming. Что возможно, он говорит, что другое, например, help me, I need. Можно перевести как наступают. Перед ним встают сразу 3 модифицированных скибидиста, 2 вертолета и 1 с ракетными установками. И 1 Карлсон, который живет на крыше, по-моему, такой скибидишный. Эти скибидисты уже учли ошибку прошлого и так просто не будут приближаться к Титану TV-мену. Но это и не нужно. Титану прилетают сразу ряд улучшений от радиоменов. И он звуковой волной разбивает им очки, а красным цветом гипнотизирует. Да, точно, он звуковой волной, наверное, разбивает. Да, вот они разбились от звука, а красным... Тогда я... А я думал, это освещение такое сильное. Что-то как-то даже не сообразил, что колонки-то большие. Но даже это еще не все. Вот что происходит в конце серии. В конце серии там рожа такая злая, прямо что-то на меня посмотрела. Аж неприятно. TV-мены совсем обалдели, что ли? Серия очень большая на события и маленькие детали, которые многие не заметили. И одна большая деталь. Вот это большая хмурая деталь. Но ее мы заметили. Начнем с самого главного. А именно, анонс сражения между Титаном TV-меном и Титаном Радиоменом. Конечно, очевидно, что они будут биться не один на один, а с подкреплением. Ну да, короче, будет у них там тоже месилово то еще. В виде скибидистов вертолетов со стороны Радиомена Титана. Но все равно, это будет очень эпично. Напишите комментарий с теорией, кто же из них выиграет. При практически прямом попадании ракетой в телевизор Титана сама голова цела. Это показатель того, что TV-мены не такие уж хрупкие, как... Да это и так понятно. Это показатель того, что... Ух, это телевидение, да, с его оболванивающим эффектом, его просто так даже ракеты не собьешь. В комментариях. Сами скибидисты хотели это проверить, да. Потому что, как мы Сила видим... зомбоящика, она непобедима. Они целились специально в телевизор. А вторая ракета, видимо, предполагалась для ядра Титана, которая, как я говорил в прошлых разборах, является главной деталью Титана. Еще Ребята, я нашел подсказку. Следующая раса будет компьютермены. Фордал, знать, прошу, умоляю, это очень срочно. Это срочно, да, это очень срочное дело. Удивительное будущее, удивительное, да. Future, да, пиши, наверное, компьютермен. Но это логичный, в принципе, виток развития сюжета, да. Скинул такую вещь, плакат с изображением компьютера и надписью Amazing Future, что можно перевести как «замечательное будущее». Ну, то есть, я так понимаю, нас ждут компьютермены, нас ждут ноутбукомены, нас ждут планшетомены, айпадомены, айфономены, андроидомены. Нас всякие мены нас ждут, ребят, самые разные мены. Этот сериал будет продолжаться столько, сколько будет продолжаться развитие технологий. Еще в 2000
300 году каком-нибудь Дафак, его цифровая оцифрованная копия будет еще творить все эти замечательные видосы с каким-нибудь TV4000 микроменом там или типа Это, того. скорее всего, намек на новый вид агентов компьютеров, который появится в будущем. Я подумал над своей теорией о том, что, возможно, TV-Man Титан умеет летать. По сути, да, у него, смотри, у него что-то приколочены вот эти пропеллеры. К нему прикреплено целых 2 вертолета радиоменов. Было бы честно, если против летающего радиомена Титана выступил бы тоже летающий Я Титан. бы посмотрел летающую битву, причем еще с этими типами, да, со всеми, это я бы глянул, это было бы интересно. Но один вопрос, смогут ли... Погодите, а напомните мне, то есть они, смотрите, они, получается, я только сейчас как-то на это посмотрел, он на стороне скибидистов сейчас, да, у него там паразитическая сущность сзади получается, да. Телевизор будет сражаться с ним. А будет ли телевизор и в будущем сражаться с камераменами, с настоящими? Вот это интересный момент. Тоже летающий Титан. Потому что мне кажется, это тоже вполне возможно, что телевизоры с камераменами посражаются. Смогут ли эти вертолеты поднять Титана? Одно понятно, что в следующем сезоне будет решаться судьба TV-менов. Смогут ли они на равных сражаться с улучшенными скибидистами или нет? А на этом поглядим. всё. А пока этот момент не настал, кликайте сюда до выхода следующей серии. Посмотрите что-то из предыдущих. Я уже не первый раз делаю реакцию на скибиди туалеты, на разборы по этим сериям. Так что здесь есть веселье. Если вам тут понравилось и тут зайдет. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Увидимся вот там.